Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова за последнюю неделю. Антикоррупционный комитет и товарищ Бастрыкин возбудили уголовное дело против музыкального продюсера Яны Рудковской и певца Витаса за незаконное строительство торговых центров в центре Москвы. Данным негативным элементам российского шоу-бизнеса грозит 2,5 года лишения свободы и крупный денежный штраф. Сегодня глава антикоррупционного комитета Никита Михалков официально заявил о аресте бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, которого задержали вчера вечером. Сергея Шойгу будут обвинять по следующим направлениям: финансовое мошенничество, получение денежных взяток и поставка некачественного оборудования в зону спецоперации. Благодаря полученным доказательствам удалось полностью доказать вину бывшего министра обороны Российской Федерации. На днях Сергея Шойгу будут готовить для перевода в следственный изолятор города Москвы, где его уже ожидает его бывший подчиненный Тимур Иванов. На данный момент в преступных деяниях обвиняются еще 2 члена семьи Сергея Шойгу: его зять, спортсмен и блогер Алексей Столяров, и родная дочь Ксения Шойгу. В Санкт-Петербурге был задержан бывший муж певицы Лолиты и музыкальный продюсер Александр Цикало. Причина задержания – трагическое дорожно-транспортное происшествие. По данным СМИ Санкт-Петербурга, 63-летний телеведущий и шоумен совершил наезд на пешехода. Пострадавший остался жив, причины трагедии уточняются. Враги и недоброжелатели антикоррупционного комитета продолжают копать яму и искать компромат на честного и порядочного человека, заместителя антикоррупционного комитета и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Андрея Ремовича Белоусова пытаются обвинить в несуществующих грехах. Андрей Белоусов, который является одним из немногих представителей высших эшелонов власти, который не подвержен преступности и коррупции, оказался в очень тяжелой ситуации. Врагам антикоррупционного комитета и Андрея Белоусова не нравится принципиальная и справедливая позиция министра обороны Российской Федерации. По причине этого сегодня утром произошло чрезвычайное событие. Служба ФСБ, которая не подчиняется Следственному комитету и товарищу Бастрыкину, организовала обыск в квартире министра обороны Российской Федерации. Обыски проходили в квартире и на загородной даче Андрея Белоусова. Судя по данным пресс-службы антикоррупционного комитета, ФСБ пытались найти компромат на министра обороны Российской Федерации. Команда Никиты Михалкова выразила протест подобным действиям, а сам Никита Сергеевич считает, что данное мероприятие происходило без согласования с Верховным Главнокомандующим Российской Федерации, а только при участии его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который является одним из недоброжелателей Андрея Белоусова и антикоррупционного комитета. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает криминальные и трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. В колоссальный скандал попал известный актер Дмитрий Дюжев. Семья известного артиста затопила 3 квартиры высотной 20-этажки города Москвы. В момент несчастья семья Дмитрия Дюжева отсутствовала дома. Причины чрезвычайного события уточняются. Чрезвычайная ситуация с Дмитрием Дюжевым усугубляется тем фактом, что одним из пострадавших нижних соседов известного актера был знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов и его семья. В московском женском следственном изоляторе произошло отравление матери известной певицы Натальи Королевой Людмилы Порывай. Людмила Порывай находится в СИЗО уже почти целый год по обвинению в нескольких тяжких преступлениях, среди которых устройство побега своего внука Архипа Глушко из следственного изолятора, финансовое мошенничество и нанесение тяжкого ущерба здоровью человека
повлекшему смерть. Отравление произошло в результате употребления Людмилой Порывай крысиного яда в пищу. По некоторым данным, это могли сделать сокамерницы Людмилы Порывай, ведь у матери Натальи Королевой уже давно очень тяжелые и натянутые отношения со своими сокамерницами. На данный момент состояние Людмилы Ивановны Порывай крайне тяжелое. В следственный изолятор города Москвы прибыла ее дочь Наталья Королева. Отметим, что на данный момент практически вся семья Натальи Королевой замешана в криминальных событиях. В первую очередь это касается сына Натальи Королевой Архипа Глушко. Совсем недавно при перевозке Архипа Глушко к месту заключения в исправительную колонию особого режима под названием «Черный дельфин» на сына Натальи Королевой было совершено нападение, и Архип Глушко получил тяжелейшие ранения. На данный момент он находится в реанимации. К слову сказать, что месяц назад сын Натальи Королевой был осужден на пожизненный срок за тяжкие преступления, среди которых смерть ректора Музыкального института культуры Арсения Миронова, ограбление банка, виновность в гибели двух сыновей известного поэта-песенника Ильи Резника и многие другие. Однако, как сообщает Следственный комитет и лично товарищ Бастрыкин, в случае выздоровления сына певицы Натальи Королевой его наказание останется без изменений, и Архипа Глушко ждет пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин». Несколько дней назад на Кунцевском кладбище столицы прошли двое похорон родственников сотрудников антикоррупционного комитета. Попрощались с сыном известного актера Максима Дрозда Семеном, который погиб при трагических обстоятельствах в Германии. Семен Дрозд был известным боксером и выпал с 4-го этажа немецкой гостиницы. Помимо этого проводили в последний путь внука известного актера и члена антикоррупционного комитета Юрия Кузнецова Николая Кузнецова, который героически погиб во время участия в спецоперации. Юрий Кузнецов хорошо известен зрителю по одной из главных ролей в сериале «Улицы разбитых фонарей». Сегодня день рождения у известной советской и российской актрисы Анастасии Немоляевой. Анастасии Немоляевой исполняется 56 лет. Через несколько дней пройдут дни памяти легендарного советского актера Фрунзика Мкартычана. Известному артисту на днях могло бы исполниться 94 года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.